Если хочешь сыграть, играй с Алохой. Маленький чебурек. Жирная тварь. Бухали. Это для вас, парни, один раз ответил. Все ради меня. Первый, второй, первый, второй. Боже, как это прекрасно. Всем привет, друзья! Герой этого выпуска давно хотел встретиться с одним из членов моей семьи. Его зовут Богдан Василенко, и сегодня он познакомится с Люцифером. Это Люцифер. На, орешек заслужил, заработал. Сколько ты дал интервью с момента эпицентра уже? О, очень много. Не знаю, всем вдруг захотелось. Не, я понимаю, почему примерно. Но мы из темных лошадок все-таки заняли топ-3. Хорошо выступили. Все СНГ за нас болело снова же, потому что мы единственные остались. Думаю, это нормально. Мало кто знает, но еще на эпицентре я к Богдану подошла и сказала: давай ты снимешься на моем канале. А он тогда скромно отказался. Расскажи, пожалуйста, людям, вот почему ты отказался тогда на эпицентре? Ну, потому что никому не было интересно. Ну, в первую очередь, мне это было бы плюсом, тебе не особо, потому что как таковой популярности не было-то изначально. Ну и тогда ты подошла еще, когда мы и топ-3 не заняли. То есть мы только, по-моему, OG выиграли. А потом у нас игра с ВП. И вот тогда уже подошла. Но тогда особо за нами никто и не следил. Думали, что мы как раз проиграем. Так вот, для справки, я предложила ему сняться еще до того, как это стало мейнстримом. Это все правда. Да. Просто ты пожалел мои лайки и мои просмотры. Да нет, ну просто я не думал, что это интересно людям будет. Ты говорил, что вы всей командой смотрите выпуски «Миссис Марпл». Да. Лехе не нравится. Не знаю почему. Леха, привет. Леха. Ты смотрел выпуск со Смелым? Смотрел чуть-чуть. Видел, что он говорил про нас. Мне очень понравилось, как выступала молодая команда Fly to Moon. Мы с ним и тогда еще обсуждали это. Но в тот момент, как он сказал, не было финансов, чтобы реализовать. Ну, как мы жадины, мы хотели побольше. Мы немного жадненькие, совсем чуточку. Вот ты сейчас сам сказал, что стало очень много хайпа вокруг тебя, очень много интереса повышенного. Но были моменты, когда тебя кикали из команды, говорили, что плохо играешь. А кто был другом тогда и остался по сей день? Менеджер Team Spirit, наверное, Руся. Ну и тоже SEO Team Spirit Никита Чешир. Они, наверное. Ну, больше Русь, потому что она меня всегда поддерживала. Неважно. Когда я плохо играл, хорошо, она мне говорила, что вот у тебя есть хороший потенциал, все будет всегда хорошо. Она, наверное, больше всего переживала. Но ты можешь вот вспомнить и описать тот период, когда вот вы вышли из арены, что начало твориться, когда закончился эпицентр и все, и понеслась? Да. Что происходило? Ну, много людей пишут постоянно, интересуются, что, где, когда. То есть до этого я мог куда-то в любое место пойти, условно, меня никто не будет трогать, неважно, какую фотку я выложу, что я сделаю, никто не интересовался. Сейчас же, условно, если я куда-то иду, меня всегда спрашивают, куда, что, где. Любую инстастори сделал, вот даже сейчас я с Хрюнделем сделал, ты увидишь, там куча будет в директе, там, где снимаешь видос, еще что-то. Ну, про интервью с тобой спросят тоже, спросят. Вот. А как много девушек написали тебе за последний месяц? Я не отслеживаю, но тоже неплохо. Но я не общаюсь с девушками из дота-тусовок. Помимо там Яны, тебя. Помимо Даши, например, что-то с Дашей? Ничего. Ты все время так
так ее вот выделяешь, ты что там обнимаешь, фотки выкладываешь? Ну, это Объясни больше это. для, как это сказать, то есть на эпицентре это было больше как в рофл. Просто чтобы ажиотаж какой-то сделать. А вообще, почему у тебя нет девушки? Объясни мне. Отношения, я бы так сказал. Ну, окей, то есть девушки есть, отношений нет? Да. Окей, почему у тебя есть девушки, но нет отношений? Потому что с дотой девушек лучше не связывать. У меня был негативный опыт один раз. Один. После этого я решил, что не хочу отношений. И как долго Пока я ты буду решил? в доту играть как минимум. Но это очень сложно, потому что все девушки любят внимание, как, ну, минимальное внимание. Мало девушек, которым это не нравится. С дотой это сложно сочетать. По итогу все отношения будут практически всегда на расстоянии, потому что ты ездишь куда-то, и рано или поздно это плохо закончится. Вот сейчас после этого выпуска на канале пойдет куча комментариев о том, что фу, боже, как вы можете жить со свиньей. Да, Я тебя плевать на прошу них. вот людям объяснить твой личный опыт от общения с хрюнделем нашим. Да, ничем не отличается от собаки. Даже умнее некоторых собак. И научно доказано, что свиньи одни из самых умных животных. Не знаю, почему люди плохо относятся. Тем более, на самом деле, они любят чистоту. Это в мультиках показывают, но люди просто не интересуются. Короче, Люцифер кайфовый. Это нормально, проверено, Бодяныч. Все, Я бы завелся, если бы времени не хватало. можно, да. можно. Я уже как со своим разговариваю. Хочу себе тоже животных, много животных. Хочу себе ферму вообще. Тебе наверняка уже в многих интервью спрашивали, что ну вот как стак, который собрался перед большим турниром, история успеха, там вот это все. Простым языком можешь пацанам, работягам объяснить, что это возможно, что это не сказка, что не обязательно было иметь какие-то колоссальные связи там или еще что-то. Потому что все спрашивают, как стать киберспортсменом крутым. Как сказал один великий человек, ими не становится, ими рождается. Великий человек. Да. Илюха. Привет, я. Весь эпицентр ты проводил время с Virtus.pro. Да. Почему? Знаешь, успех своровать просто. Все просто на самом деле. Да, на самом надо деле. посмотреть, как они живут, что они делают. Просто интересно. Ну и плюс мы с ними давно общаемся. С Рамзиком мы играли в команде. Снова же с Пашей хорошо общаемся, с Вовиком тоже. Куда? Хрюндели. Помимо эпицентра, ты с ВП тусовался еще и на Весге. И Рамзес говорит, что это был худший турнир в его жизни, а еще я слышал какие-то истории про джакузи, про все дела вот эти вот. Что там было? Объясни, пожалуйста. Я не знаю подробностей, я туда не поехала. Ну, мы после турнира, они все-таки победили турнир. Турнир был не лучшим, как сказал Рамзик, но отдых был прекрасен там, в отеле, я бы так сказал. И джакузи было прекрасным. Просто гуляли, веселились, бухали. А ты в покер ВП проигрывал? Сколько? Я выиграла у ВП у всех в покер, когда мы играли на 9 А я мая. один раз победил. Да там Алоха, самая сладкая булка. Кто Алоху выиграет, тот и получает все. Это ж Алоха. Как Филат говорил, самая сочная рыба. Самая-самая сочная рыба за столом, с которой я играл. Все правильно. Если хочешь сыграть, играй с Алохой. Он отдаст тебе все и даже больше. Давно ты в зал не ходил? Да уже иногда хожу, но это единичный случай. А так уже полгода не хожу. Пипец. Но вообще обычно, то есть условно дома у меня был такой режим, мини-режимчик. То есть после каждой игры я мог встать, присесть 10 раз. Потом после еще одной игры, считай, отжаться 10 раз. Ничего Просто себе. чтобы, как сказать, не заплывать жиром. Вот. Я знаю, что твои родители достаточно серьезные люди в Украине, большие. И я знаю, что они были против твоего занятия дотой, увлечения киберспортом. Как ты их переубеждал? Что они говорили? Они скорее были не против самого того, что я играю в эту игру,
а против того, что я за один день бросил условно там, все то, чем я занимался на протяжении всей жизни. То есть я боксом занимался, просто всякими видами спорта, и тут вдруг ради какой-то игры на компьютере, тогда еще не особо понимали, как и компьютер работает и так далее. Но получилось так, что они были разочарованы в одну секунду, что я за один день такое смелое действие делал, считаю. Ну, как смелый шажочек. Недоумение. Из-за этого были на почве этого ссоры, что я бросаю, не обдумав. Примерно так это происходило. Детство твое спортивное и все вот эти вот занятия единоборствами, я, насколько понимаю, это от мамы было привито, потому что мама у тебя, она там и на турнирах участвовала, и сама спортивный очень человек, и с единоборствами на «ты» она. Ну, у меня просто родители довольно-таки спортивные. Отец занимался еще на военно-морском флоте, там, баскетболом, боксом. И нам навевали это, потому что это, ну, то есть, придает тебе некой уверенности в жизни снова же. Это первое. Второе, ты становишься социальней, ты общаешься постоянно с партнерами, с которыми ходишь там на те же тренировки и так далее. Дружишь, принимаешь какие-то решения, начинаешь, когда надо там кому-то помочь, еще что-то. Ну, просто для социалки это очень хорошо, как по мне. Смотри, еще немножко о родителях. Их можно назвать яркими политическими деятелями на Украине. Ну, вот так вот, без натяжки, действительно. Ты не думал никогда пойти по их стопам? И почему не пошел? Ну, потому что мне это не интересно. Все очень просто. Ну, каждый занимает свою нишу. Я не особо хочу... Я не хочу быть самым умным. Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Там, или еще что-то в этом подобии рода. Даже в доте я не особо хочу быть самым лучшим, самым крутым. Я просто хочу получать удовольствие от жизни. Это единственное, что я хочу. Когда меня критиковали, когда я там бросил бокс или когда в интервью говорит, мне учеба не важна. Мне действительно она не важна. Не потому, что я там тупица, не хочу учиться и так далее. Просто мне это не интересно. Я хочу получать от жизни удовольствие. У меня есть шанс это делать. У других, возможно, нет. У них нету денег там на то, чтобы просто взять и бросить одно дело и начать заниматься другим. У меня есть такая возможность. Не надо мне за это хейтить. Ну, то есть я человек, который хочет получить максимальное количество эмоций от этой жизни, потому что она одна. В Бога я не верю. Поэтому не уверен, что загробная жизнь меня ожидает. Когда твой папа... Я бы об этом поговорил, знаешь. Во-первых, я не особо люблю такие темы, потому что это все-таки затрагивает моих родителей. Я ненавижу, когда дотеры лезут в мою личную жизнь. Знаешь, как Высоцкий пел, что я ненавижу, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. То есть я сейчас расскажу там условно какие-то подробности, а какой-то маленький чебурек, которому и в 16 нету, который сам себе и трусов не покупает, будет рассказывать про моих родителей, что и кто, и осуждать их. Я не уверен, что я хочу об этом говорить. Вот примерно так. Это для вас, парни, один раз ответил. Богдан делает успехи. Тебе идет на пользу, что ты часто даешь интервью. Отличный ответ. Да? Это у мамы учился отмазываться. Было ли хоть раз когда-нибудь такое, что ты кого-то реально отмутузил, используя свои боксерские навыки? Прям втащил Прям кому-то? я не бил людей, но... Нет, ну... Ну, в целях Ладно. защиты, там, не знаю. Я бил, ну... Один удар бил максимум. То есть я не бил какими-то сериями, либо просто добиванием людей. Давал пару раз подзатыльники, потому что человек переходил грань. Но так как бить, нет. Я, во-первых, ну, не дурак, понимаю, что надо контролировать себя. Я умею контролировать себя, не знаю, как людям кажется там условно. Но все те, кто знает меня в жизни, знают, что я очень редко могу сорваться и так далее. Ну, то есть... Ну, конечно, боди добрый. Я добрый. Большая сила, большая ответственность. Да, я в Человеке-пауке это видел. Я часто слышу, что ты упоминаешь в разговоре там, это стоило много денег, я хотел больше денег, я думаю, за это будет много денег. А ты любишь деньги. Сколько денег нужно для счастья тебе? Мне немного, на самом деле. Ну, Но вот деньги так. это, как сказать,
деньги дают мне свободу выбора. И за эту свободу выбора я много хочу. Ну, то есть, условно, мне Дота прекратит нравиться завтра, например, я ее тут же брошу. Ну, вот после инта я ее тут же брошу. И, ну, у меня так это происходит. Ну, такой я человек. Пойду в какое-то другое ремесло, считай. На это нужно будет деньги. Ну, вот и все. Денег много надо. Денег надо много. Да, потому что не уверен, что следующее ремесло будет приносить столько же денег, понимаешь? Это не пустые слова, то есть, как обычно люди говорят, вот я сделаю то-то, то-то и брошу. Я действительно так сделаю. Ну, то есть, я это уже себе доказал как минимум. Окей, я понимаю, что для счастья денег надо много. Сколько есть сейчас? Что ты можешь себе позволить, не задумываясь? Но денег хватает, на жизнь как минимум хватает. Могу обеспечить, еще кормить семью, если что. А какая самая дорогая шмотка была куплена за последнее время? За последнее время, Шмотка, вещь. там кроссы за 400 баксов, например. Что за кроссы? Adidas от Kanye West. Easy Boots. Да, новые, которые вышли. Мне понравился цвет. У моей матери любимый цвет салатовый. Но они тоже, у них оттенок салатовый, и я решил себе взять. Мне нравится тоже этот цвет. Хотя я в основном, как могли заметить на всех интервью и вообще везде, я люблю черный. В приоритете, то есть максимум я могу белый еще поносить. Все остальное мне не интересует. Но вот единственное, мне понравились эти кроссы. Хотя они белые, я их запачкаю моментально. Ну ладно, пусть будут. Ничего, Рамзес в своих новых красочах уже сходил по грибы, не переживай. Да? Хуже ты не сделаешь. Друзья, несмотря на то, что герой этого выпуска – лидер команды Winstrike, вы все прекрасно знаете, какая команда занимает все место в моем большом сердце. Конечно же, это Virtus.pro. Это лучшая команда с лучшими игроками и лучшими партнерами. Кстати, сотрудничать с лучшими – это тоже, я вам скажу, искусство. Я вот, например, сотрудничаю с БК Париматч уже с мая этого года. И, кстати, парни из ВП запартнерились с ними совсем недавно, аккурат перед интом. Ну и поскольку я для вас все-таки должна оставаться инсайдером, не могу не поделиться с вами режиссерской версией их рекламного ролика, который еще никто не видел. То есть это, по сути, премьера. Смотрим. Я считаю, видос просто топчик. Ну и вы, наверное, сами примерно понимаете, откуда у Virtus.pro взялся такой партнер. Премьера официального рекламного ролика состоится совсем скоро на YouTube Париматч. Да, у них есть киберспортивный канал, ссылку на него я тоже оставлю в описании. И, как обычно, к важным новостям. Если вы еще вдруг не заметили, на нас надвигается The International. И компания Париматч собирается разыграть 25 тысяч долларов дополнительно ко всем вашим выигрышам на ставках. Призов будет полно. Это iPhone, мониторы, PlayStation, куча денег, и начнется все совсем скоро. А пока вы можете зайти на сайт вот на этот, оставить там свой мейл, чтобы ничего не пропустить. А чтобы гарантированно не пропускать вот такие вот хорошие новости, я вам советую подписаться на Париматч ВКонтакте. Ссылку тоже оставлю в описании. Мы возвращаемся к айсбергу, а вам я советую скачать приложение БК Париматч для Apple, для Android. Все по ссылкам в описании. Итого, 25к к инту будет. ВП и Париматч партнеры. Я счастлива. А ссылки на все, о чем я здесь рассказала, есть в описании к этому видео. В общем, мы врываемся в Winstrike-арену, где сегодня происходит... Что происходит? Расскажи, пожалуйста, людям. Презентация нашей новой формы. Ну, естественно, анонс. Мы, как люди, которые вступили в Winstrike, считай, сейчас официально уже присоединяемся. До этого мы не давали никаких комментариев, а сейчас мы, наконец, сможем все показать. Вот, например, форму. Winstrike! Да, кириллицей. Кириллицей. Сейчас это популярно.
Добавили ракету, кириллицей написали, у тебя, значит, космос на груди, на всем Богданчике, в принципе, космос. Ну, Я тебе космос. нравится? Мне очень нравится. А тебе как? Мне нравится, форма просто космос. Покажи спинкой. На. Вот. Обратите внимание, друзья, что характерно, я даже губы розовой помадой накрасила. Это неспроста. Это ради меня, все ради меня. Да. Ну что, отпускаю тебя в естественную среду. Feel Конечно. free. Бодя, feel free. Thank you. Мы будем следить за тобой. 3, 2, 1. Раз, два, три. 3, 2, 1. Да-да-да-да. Медийка нравится тебе? Нет, по-прежнему нет. Не знаю. Ну, медийка, как это сказать здесь? Если за нее платить деньги, конечно, нравится. А так, сам бы я никогда не занимался этим. Ну, не знаю, но это не мое. Будьте добры повторить, как вы только что назвали Богдана? Жирная тварь. Хорошо. Как вы вообще оцениваете Жирную тварь? вот этого вот человека, как вам с ним играется? и Ой, тренируется? волшебно, волшебно. Знаете, мы еще спим в одной комнате, и эта тварь храпит. Вот. А храпит она, я подозреваю, из-за своего жира, так как он жирная тварь. Вроде логично все. Биг Мак, картошка, 6 кусочков. Фри или по-деревенски будет? По-деревенски. Моя прелесть. Вот как вы сейчас будете? Не, видео снимать. Ну, как я ем. Это искусство. Видел, как надо картошку? Картошку надо сюда, как. Это классика. Помню свое 10 или 11 день рождения праздновал в Макдаке. Серьезно. И как? Прикольно. Знаешь, там трон мне маленький был. Ну, такой, знаешь, детский трон. Там детское развлекательное шоу. Это прям очень прикольно. Боже, как это прекрасно. Богдан перемещается так быстро и так много, что, мне кажется, я на шагомере сегодня увижу отметку там в 20 тысяч шагов просто по винстрайк-арене. Потому что этого человека невозможно на месте застать. Он постоянно куда-то ходит, что-то делает. Я люблю двигаться. Хоть я и жирный, но люблю двигаться. Это просто на флексе. Да. Ноги на ногу. В общем, это Это как уроки- в боксе, знаешь? Как? Условно, первое, что тебе придет, будут показывать в боксе, это квадратик. Есть ринг, ты двигаешься. Ты должен понять, какой ногой в той или иной ситуации будешь двигаться. Сначала ты делаешь, давай, я тебя научу. Давай, Становись. становлюсь. Вот, первый шажок, потом второй. Не надо делать так, будто, то есть, как тебе Так, удобнее. Раз, два. Дальше, да, вот так. Дальше. Стой, это как вальс танцевать. Да, да. Так, А теперь также двигаться, только быстрее. Ну да, сначала ты так тренируешься несколько дней. Да, все правильно. а вес-то как переносить с ноги на ногу? Я не А я тебе успеваю. сейчас покажу. Теперь представь, что вот здесь канат между тобой. Должна двигаться Где с канат? ноги на ногу. Где канат? Сейчас, мы еще мы к этому придем. Так. Сначала попробуй, просто вот так сделать. Да. Бум. И так же. Ты должен двигаться на ногах. Это как на скакалке, только вперед-назад. Все, вперед, хорошо, я двигаюсь. Потом Дальше. влево, право. Потом мы руки Так. добавляем. Тоже с перемещением. Ну, есть всегда должен идти с ногами. Ноги — это самое главное в боксе. Руку сначала удар делаем. Не, вот, Ставь руку. так, Да. правильно кулачок? Да, нет. Загни немного. Так, чтобы тебе было удобно. Так. Потом пробуй сначала, как кувалдой бьешь, и в конце доворачиваешь просто руку. Кувалдой. Вот. Держи так. Вот. И медленно. Да. Довернул, бац. Это первое, что Так. уходит. Вот. А теперь... Не, ну это Давай, дальше. давай. Дальше. Ты с ножек. С ногами должна теперь Так. пробовать. Первый удар. Первый. Второй. Первый. Второй. А сейчас ты представляешь канат, словно это канат. Да.
вот этот канат, ты должен бить между ними. Это навстречу, ну, то есть, словно ты бьешь, да. Да? Ты Всё, бьешь. я бью? Вот ты ударил, да, я здесь прошел. То есть такие удары. То есть шажком ты это делаешь не просто так. Ноги — это самое главное. Я победила. Я как пьющий блогер выражаю особую благодарность Богдану за то, что на презентации их команды есть шампусик. Маша, кто будет следующим? А? Угадай. Богдан, правильно? Богдан. Все, ты отстрелялся? Да, теперь мы можем с тобой пойти и наворовать закуски. Погнали. Евгений, проследуем. Вы за нами? Пошли. Еще раз здрасте. Привет. Мы идем воровать закуски. Вот вам закуска. Бодя красиво ест на камеру. Ага, Все. как свинка. Прикормила Богданыча. Я хочу тоже быть Люцифером. Кстати, почему Маша отказался про джакузи рассказывать? Ну, Она не мне типа знаю. говорит, она мне типа говорит, Ну я не знаю, может кому-то, ну знаешь, у меня такое правило. Я тебе просто расскажу. ладно, мы там с проститутками сидели, ну, там же Нет. жена Лехи была, все свои. Не, я объясню. Ну, то есть, Итак, возможно... ребят, Итак, ребят, Роман Дворянкин только что разрешил рассказывать про джакузи, поэтому Богдан сейчас расскажет про джакузи в присутствии Романа Дворянкина. Нет, почему я не рассказал сейчас, поясню. Потому что нас было несколько человек, и, возможно, кому-то это не надо было. Ну, то есть, если бы я рассказал, мне потом писали в ПМ, ну, ты что, охерел, типа, зачем ты об этом разговариваешь и рассказываешь? История была очень простая. Мы культурно посидели в джакузи. Без текилы. Без текилы. И не запивали водой из джакузи. Вот. В принципе, вся история. Да, вся история, так и было. Ну что, ребят, в Москве лето, жара, у Богдана по-прежнему отличное настроение. Мы готовы отпустить его на самолет совсем скоро. Через 12 часов, по-моему. Да, отправить его в Канаду. И всем вам я предлагаю болеть за этого парня, за его команду и за победу. Спасибо, Маша. Где-то в глубине души я буду за них болеть. Ну, чуть-чуть. Ну, ВПФ цель. Ну, все-таки, да. В общем, Сердечки. ВП здесь. Тють. Туть. Нет, тють. Тють. Спасибо тебе большое, Богдан, за то, что Тебе ты тоже. с нами провел это время. Все. Мне Приезжай. было очень приятно. Приезжай, Люцифер топ. Не слушай хейтеров. Хейтеры, идите. В общем, Не, ну, с вами был действительно. Богдан, с вами была Марпл, и на этом мы заканчиваем. Давай вместе. Давай. Чуть ли не забыл, парни. Подписывайтесь на Марпл, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на всех тех, кто делал этот контент для вас. Только что вы посмотрели 10-й выпуск на канале Миссис Марпл, и он является заключительным в этом сезоне, потому что уже через несколько дней я улечу в Ванкувер, где я буду снимать влоги о самой лучшей команде на свете. Посмотреть вы их сможете на YouTube-канале команды Virtus.pro, конечно же. Тем не менее, на этом контент совсем не закончится. Все, кто жаждет больше и не хочет расставаться с каналом Миссис Марпл, могут перейти в наш паблик ВКонтакте, который мы создали специально для вас. Там во время перерыва мы будем выкладывать эксклюзивные моменты со съемок, которые не вошли в официальный монтаж. Кроме того, в свободное от работы время, там же в нашей группе во ВКонтакте, я буду проводить трансляции прямиком из Ванкувера, поэтому обязательно подпишитесь и не пропустите. А еще ходят слухи, что Марпл будет снимать специальный выпуск, посвященный Инту. Но это не точно. Ну и в завершении первого сезона я бы хотела сказать спасибо всем вам, всем, кто смотрел наши видео, подписался на канал, ставил лайки, дизлайки, писал комментарии, плохие, хорошие. Вы целый сезон делали нас лучше, и во втором сезоне мы обещаем, что прокачаемся еще, чтобы вам было еще интереснее. Оставайтесь с нами, друзья, впереди еще очень много годного контента.